Одна из самых распространенных марок электрокаров – это Nissan. С самой продаваемой моделью Nissan Leaf. Я не люблю Nissan, и сегодня я расскажу об автомобиле, который стал причиной этой нелюбви. Встречайте, Nissan ENV 200. Куплен был Nissan ENV 200 в 2015 году. Годовалый автомобиль. На тот момент он стоил 56 тысяч американских долларов. Дорого, скажете вы. Я с вами согласен. Миллионер, скажете вы. Я с вами не согласен. В Гонконге дешевые автокредиты от 1,5 до 2% годовых. Поэтому меня купил прагматичный подход. Большой автомобиль. Я искал автомобиль для города. И я искал автомобиль дешевый в содержании. Вот этот Nissan ENV 200, по моим предварительным подсчетам, оказался очень эффективным. И я повелся, купил себе это горе. В этом видео я расскажу о 5 плюсах и 5 минусах владения электрокаром Nissan ENV 200. Первое и самое главное преимущество этого автомобиля – багажник. Он огромный, он просто огромный. Да, здесь нету 2 рядов сидений, они сняты сейчас, демонтированы. Но это абсолютный победитель среди электрокаров по вместимости. Вот в таком состоянии объем багажника больше 4 кубических метров. Здесь огромная крышка багажника, и она служит крышей во время дождя. То есть подъезжаешь, открываешь, разгружаешь, загружаешь что-то из машины и не паришься, дождь не мешает. А для нас это очень важно, потому что у нас 2 раза в году сезон дождей. Второе – это цвет. Автомобиль очень броский, и объяснить, на какой машине я приехал, очень легко. Выделяется из толпы вот так. Третье – экологичность. Zero emission. Многие скажут: нет, электрокары не экологичны, подумай, сколько тратится энергии, выбросов электростанциями и при производстве этих батарей. Ребят, я говорю про экологичность в мегаполисах. Если мы находимся в большом городе, в центре города, и предположим, что все автомобили в этом городе электро, воздух будет чистым. Я только об этом. Четвертое – надежность. За 100 тысяч километров и 5 лет, 4 года на самом деле езды, в этом автомобиле не ломалось ничего. Пятое. На этом автомобиле есть возможность медленной и быстрой зарядки. Еще к плюсам можно отнести клиренс. Машина довольно-таки высокая, но при этом нормально рулится. Почему? Потому что батарея расположена под полом, и, соответственно, центр тяжести находится низко. Для меня это не очень очевидные плюсы, но если ты захочешь такую машину, имей в виду. Теперь о плохих качествах этого автомобиля. Первое. Дальность хода. Изначально дилер Nissan в Гонконге заявлял, что дальность хода составляет 165 километров. Потом эта дальность снизилась до 160, до 150, до 140. И когда нам поменяли батарею, нам искренне сказали, что эта машина проезжает максимум 120-130 километров. И с такой дальностью хода этот автомобиль плох в эксплуатации по городу. Даже такому маленькому, как Гонконг. Второе. Комплектация. Ребят, эта машина стоила 56 тысяч американских долларов. Здесь нет ничего. Нет ни шумоизоляции, нет ни кожи. Сиденья протерлись. И Nissan, это камень, прям огромный булыжник, валун в ваш огород. Ну, сделали бы хотя бы не самую дешевую комплектацию за 17 тысяч долларов с электромотором и аккумулятором за 56. Ну, это уже перебор. Так нельзя. Третье. Быстрая зарядка CHAdeMO.
Прекрасное изобретение человечества, но первые версии давали большие токи на протяжении всей зарядки. Сейчас эта проблема уже решена, они подают разные токи и сохраняют жизнь батареи. Первые версии убили эту батарею. Четвертое. В этом автомобиле нет системы охлаждения батареи, в отличие от Теслы. Вернее, она есть, но это не досистема. Если работает кондиционер, то система охлаждается. Ну вот едешь ты по жаркому городу, включен кондиционер, все нормально, бело-пушистое и хорошо. И понимаешь, что до ближайшей зарядки ты можешь не доехать. Ты выключаешь кондиционер, и батарея начинает перегреваться. Это жесткий минус. И, наконец, пятое. Это сервис самого Nissan. Мне поменяли батарею. Это был гарантийный случай. И вроде бы каждый из вас скажет: Степан, радуйся и хлопай в ладоши. Ребята, мне на это потребовалось 1,5 года. 1,5 года я ругался, доставал Nissan, подключил общество защиты прав потребителя, выпустил видео на русском языке под названием «Автохлам за $60 000». И только после 1,5 лет мне поменяли батарею на этом автомобиле. Так быть не должно. После замены батареи на быстрой зарядке автомобиль заряжается только до 95%. Дальше почему-то не хочет. После всех этих недостатков, естественно, я не люблю Nissan. Он у меня сидит, я даже не знаю где. Степан, почему ты не продаешь этот автомобиль? Спросите вы. Ответ на этот вопрос сложный. Я хочу заменить элементы в этой батарее на новые, с другой химией. Я уже нашел китайского производителя, который заявляет, что у него есть размеры этих элементов точно такие же, и по своим свойствам они превосходят ниссановские в несколько раз. То есть, по идее, у меня получится этот автомобиль с дальностью хода 400-500 километров. Проект непростой, и мне нужны люди, которые умеют своими руками менять ячейки в таких батарейках. Если вы или ты один из них, напиши комментарий или напиши мне письмо на почту, которая будет в описании к этому видео. Проект должен стартовать, реализоваться, и он поможет всем владельцам хороших электрокаров. На этом все. Позитива вам, добра. С вами был Степан и Urban Electric. Пока!